Итак, друзья, мы закончили с вами шкафчик. Начинаем комодик. Значит, вот я сделала вот такой шаблончик. Таких деталек надо будет 4 штуки. Ну, я делаю с переплетным картоном, поэтому я 4 сделала. То есть, вот она наша рамочка. Так, это задничек. Ну и, соответственно, такие же детальки из такого обычного картона. Вот. Задник и передняя рамочка. Так, боковушечки. Вот такие вот размерчики у боковушек. Боковушки я сделала из ватмана такого вот плотного. 6 штук. Почему из ватмана? Потому что переплетный картон, я вот посмотрела, не даст он изгиб такой изящный вот именно по вот этому, по боковушкам. То есть, ну, не сгибается он так, как мне нужно. Вот, будет топорщиться. Я хочу, чтобы изгиб был ровненький. Поэтому я буду вот этот вот ватман приклеивать уже вот так вот слоями. Слоями к боковушке. Сначала один приклею, потом второй, третий. И, в общем-то, получается, что вот 6 штук у меня здесь. По 3 штуки на каждую боковушку. Приклеивать буду как бутербродик. Сейчас начинаю пока склеивать между собой детальки. Сейчас склею переплетный картон и такой картон. Вот рамочку. И заднички также склею. Потом будем с вами приклеивать боковушки. Так, рамочка подсохла. Задничек тоже. Теперь буду работать вот с этим клеем. Сейчас будем делать боковушки. Так, сейчас буду отмерять донышко и, соответственно, столешницу. Вот приставлю вот так вот и обведу карандашиком. Тут уже сделаю ровненькие замеры. Вот. Пока в стороночку уберу. Сейчас буду вот эти вот приклеивать остаточные вот сюда, уже на вот этот клей.
Сейчас вот приклею еще один слой сюда и сюда 2 слоя. Тут мы все склеили. У нас вверх. Теперь нужно делать ящички вовнутрь. Я взяла вот серединки, которые у нас оставались, вот мы вырезали от вот этой рамочки. У нас переплетный картон была одна серединка и обычный картон серединка. В общем, я их вот так вот напополам сделала. Именно серединки, то, что пооставались у переплетного, у этого. И, в общем-то, вот это зад, это перед ящичка, который будет сюда вставляться. Вот боковушечки вырезала, вымерила и вырезала. Вот сейчас также склею их. Вот так вот. Здесь. Вот склею. Так. Ну и, соответственно, заднюю стенку. Также склею. Вот. Потом дно приклею. И вот будет у нас ящичек. То есть тут боковушки. Так. Боковушки. И вот так вот ящичек будет вставляться. Один. И, соответственно, низ тоже вот. Серединку, которую оставалась. Чуть-чуть вот здесь миллиметра на 2 я буду убирать. Потому что стеночка сюда будет приклеиваться. Она какую-то... займет какое-то место, чтобы у нас легко шкафчик заходил и выходил. В общем, сейчас склеиваю боковушки. Итак, склеила. Вот что у меня получилось. Значит, боковушечки. Вот размер. Вот так вот. Это боковинки размер. Здесь уже произвольно вырезать каждый будет. Это вот такой вот у нас ящичек получился. Вот так. Сейчас дно приклею. Вот так. Здесь тоже будет стоять перегородочка посередине. Вклею туда картонку, чтобы ящички могли держаться. Вот так вот. И впереди чуть больше заходить будет, чем сам ящик внутренний. Будет фасад ящичка. Пока вот так вот. Вот размеры дна. Вот так вот будет вставать сюда. Но вот приклею. И получится полноценный ящичек. Вот так вот. Ну все, сделала оба ящичка. Вот сюда вперед ящичков этих будут наклеиваться еще фасадные такие вот. Впереди фасадный картон. Ну, побольше они будут, так, чтобы красивенько все тут было. Закрывала. Вот. Вот верхний ящичек. Вот нижний. Вот они, наши ящички получились. Вот такие. Смотрите, чтобы вот здесь вот мне сейчас не мучиться, салфеточками не обклеивать, чтобы не повело, я нашла другой способ. То есть вот формата А4 лист обычный, на чем печатают. Вот так вот проклею клеем. Вот этим вот намажу. Приклею вот такие вот полосочки бумаги. Потом лишнее просто обрежу. И будет ровненько, чтобы не видно было вот этого вот всего. То есть вот таким способом я сделала, чтобы не обклеивать салфетками, потом шпаклевать. Ну вот смотрите, вот проклеила я вот этой бумагой торцы. Вот. И теперь срежу лишнее. Вот видите, срезается, а там вот закрываются все эти соединения. Пройдусь потом еще наждачечкой, все сравняю, и будет ровненько и аккуратненько. Зато не надо вот этими салфетками
как его шпаклевать. Ну вот примерно вот так вот. Все сравняю, и вот будет, останется вот так вот. Вот. Сейчас по кругу все это уберу, вырежу. Убрала лишнее, обрезала, подшкурила. Все это закрасится потом. Чем вот салфетками обклеивать, после салфеток начинает вести к картону. А так вот бумагой раз обклеил, обрезал ненужное, зашкурил шкурочкой. Все, ничего не повело, все сухенькое, все хорошо. И объем мы здесь не украли. И закрыли все эти вот картонные вот эти вот дырочки. Все. Сейчас буду заниматься вот ящичками. Приклею вовнутрь планочку и фасады. Фасады, низ, дно приклею. Так, сделала фасады, значит, верхушечку закрыла, вырезала по размеру. Еще не приклеила, пока только вставила. Почему не приклеивала? Чтобы удобнее красить было. То есть вытащу и это сверху прокрашу, внутрянку буду красить, мне так удобнее будет. В конце приклею ее уже. Так, теперь сделала столешницу. Размеры столешницы. Вот 4 детальки. Значит, 2 детальки вот такого размера. Это, ну, обычный картон и переплетный сверху. И 2 детальки на полсантиметра меньше этой детали. И получилось вот. То есть, чтобы у нас вот было немножко отступление от края верхней столешницы. Вот нижняя. Вот вверх накладываю. Вот так вот. Чтобы получилось. Тут я выровняю. Тут все это закрою. Здесь я, наверное, пошпаклюю. Сделаю этими салфеточками аккуратно, чтобы убрать вот это вот все. Салфетками закрою. Высохнет, потом отшпаклюю и отшкурю. Вот это столешница. Теперь фасады на ящички. Значит, нарисовала. Приложила вот это и вывела вот внутреннюю часть. Не наружную, а внутреннюю. Нарисовала сюда. И на 3 миллиметра больше от внутренней еще сделала контур. Почему? Чтобы у нас фасад, когда ложился, закрывал вот эти вот части все. Вот. Я вырежу вот это, разрежу пополам. Верхнюю к верхней приклею, а нижнюю к нижней приклею. И тогда у нас будет все вот это вот так вот закрывать здесь понемножечку. Все будет аккуратненько. Вот вырежу, покажу. Пока вот так вот. Сейчас буду вырезать фасады и столешницу. Сначала склею между собой вот эти вот части картона, переплетные, обычные, и это. А потом наложу друг на друга и тоже склею. А потом уже буду салфеточками обклеивать все. Так, сделала ножки. Вот шаблончик под ножки. 2,5 сантиметра высота. Вот 4 штуки я уже склеила. Ой, 3 штуки. 4-я вот. В общем, взяла переплетный картон, отрисовала ножку. 5 штук заготовочек вот сделала. Сейчас я их между собой склею, чтобы дать вот толщину такую. Не стала обычным картоном.
Не хочу потом шпаклевать все это. А так переплетный склею, отшкурю. И тут, в принципе, ничего не видно. Все будет гладенько. Вот. Сейчас вот таким. Тут вот я покрасила внутри уже этот сам комодик. И эти покрасила с боков, внутри ящички для комода. Столешница там, я ее салфеточками сделала окантовочку, и она сохнет. Вот так между собой склеиваю ножки. Вот. Все, пускай сохнут. Потом отшкурю, выровняю их. И, в общем-то, сейчас займусь столешницей, приклеивать к комодику. И фасады к ящичкам буду приклеивать. Как раз ножки высохнут, потом займусь оформлением ножек. Итак, друзья, склеила ножки, пошоркала их немножко и приклеила вот такие вот элементики. Вот. Потом покрашу, оттонирую. Вот 3 ножки я сделала. Вот закладываю сюда древесную пасту в молдик в маленький, вытаскиваю. Вот получается вот такой вот элементик. Затем на ножку наношу клей и приклеиваю. Пока она мягенькая, я ее вот так вот сгибаю, чтобы она не торчала во все стороны. Поправляю. Все, ножка. Вот такие ножки будут. Сейчас колдую с этим, с самим комодиком. Тут вот набросала какие-то фигурные штучки. Это вот под ручки 2 маленьких элементика будет. Тут что-то. Ну, в общем, вот пока набрасываю. Еще не знаю, как что размещу. Вот. Пока так. Столешницу вот я приклеила уже. Вот она. С боков тоже, наверное, сделаю немножко объемными. Какие-нибудь фигурные здесь подклею. Картон еще фигурный сделаю. Тоже наклею. Наверное, вот такие вот элементики, как у нас на шкафу. Поменьше. Вот так вот сюда сделаю. Может, большие? Нет, большие нет. Вот маленькие. И здесь столешницу, наверное, эту, как их, фасады сделаю пообъемнее. Я вот приклеила уже. Ну, какой-то тоненький слишком. Что-то мне не нравится. Сделаю, наверное, потолще. И какую-нибудь композицию здесь сделаю. Ну, пока так, в наметочках. Пока вот что у нас. Такой скелетик. Так, ну что, вот сейчас со столешницей, ой, с этим, господи, с фасадами буду колдовать. Вот вытащила первый ящичек. Здесь по объемнее чуть меньше размером, чуть меньше. И по объемнее вот решила из такого картона сделать. Прикладываю вот так вот к ватману. Вот так прям обведу карандашиком. Затем вырежу.
Дальше сложу пополам. Так. А затем по контуру где-то на полсантиметра, вот так вот примерно, отрисую линию и вырежу по ней. Расправляю, представляю, смотрю, что у меня получается. Вот так вот. Вот. Сейчас приложу к картону. Обведу и, собственно, вырежу. Потом сюда приклею. Но сначала вот как вырежу картон, обклею вот бумажечкой. Я вам показывала уже. То есть торцы вот эти вот все срезы я спрячу под бумагу. Ну что, подсох наш фасадик. Бумажка эта подсохла. Сейчас я ее срезать буду. Вот мне в некоторых случаях удобнее, конечно, вот с бумажкой работать, нежели с салфетками. Вот пообрезала. Сейчас теперь подшкурю. И когда закрасится краской, будет все ровненько и красиво. Зато картону не ведет. Вот когда обклеиваем салфетками, становится мокрый картон и вести начинает. Потом надо будет выравнивать. А тут вроде как ничего и не ведет. Вот так вот. И когда буду красить картон, обязательно вот все равно вот этот вот рельеф от картона пойдет. Чтобы он не пошел, вот эту нашу заготовочку из ватмана, по которой мы вырезали, я ее сверху и приклею. Вот. Приклею. Потом буду красить, и уже этого рельефа картонного не будет видно. Ну, мне не нравится, когда покрашено и видно, что картон, потому что он все равно вот это вот волной это идет. Вот. Я вот так вот приклею, покрашу, и ничего видно не будет, что это картон. Так вот, значит, тут я наклеила все. Это наши фасадики на комодике. Вот так объемные они получились. Все закрашу. Все косячки уберу потом. Так, эту сторонку. Значит, с боков я хочу сделать вот такие объемные вставочки. Вот из переплетного картона. Он очень плохо гнется. Но тут не сильно такой фигурный как бы изгиб будет, да? То есть можно немножечко. Что я сделаю? Я сбрызну водой все детальки. Вот 4 штучки вырезала. Вот. И как бы их выгну. Вот так вот. Пока они влажные, я их выгну, чтобы мне было удобнее приклеивать. Вот теперь они как бы приняли форму. Вот так приклею на бока,
чтобы плотненько и аккуратно легли. А сюда помещу уже такой декоративный элементик какой-нибудь. Вот таким образом будет. Ну что, вот, значит, боковушки сделала. Приклеила картон на 2 слоя переплетный с одной стороны и с другой. Фасадики оформила вот такими уголочками. Вот взяла из молда вот эти вот части и сделала сюда уголочки. Вот, в общем-то, вот такой вот получился фасад. И знаете, я подумала, думаю, можно убить 2 зайцев одной стрелой. Сделаю-ка я не просто комод, а сделаю я с зеркалом. Вот. Сделаю сюда зеркало. Вот так вот. Красиво, на подставочке. И будет у меня трюмо-комод. Вот так вот. Сейчас вот начну оформлять зеркало и вам все покажу. Для начала сделаем шаблон. То есть на ватмане вот положу вот так зеркало, обведу его. И теперь на полсантиметра сюда прибавлю полсантиметра, сделаю чуть больше на полсантиметра окружность. И вторую заготовочку сделаю такую же, только на полсантиметра сюда зайду, вовнутрь. Ну вот, я отрисовала. Зеркало сюда приставила на полсантиметра от него прорисовала. Потом сюда и вглубь. То есть вот такие вот 2 таких шаблончика у меня получилось. Сейчас я их вырежу. Значит, перенесу сначала на переплетный картон. Вот это вот все вырежу. И дальше вам покажу, что будем делать. Итак, вот я нарисовала на переплетном картоне. Сюда будет приклеиваться зеркало. Вот эта рамочка вырежется, и она вставать будет сверху зеркала. Вот сейчас я все вырежу, приклею. Итак, вырезала я еще один шаблончик. Почему? Потому что приложила вот так шаблон, на него сверху положила наш верхний. И получилось, что вот здесь вот, видите, зазор. А он нам не нужен. Чтобы его аккуратненько заделать, то есть я вырезала еще один такой же шаблон, только внутри. Под зеркало вот отверстие сделала. И получилось так вот. На нижний я буду наклеивать, потом одевать сверху вот такой вот ободок, а потом уже сверху закладывать вот нашу рамочку. Вот так вот. И тогда получится все аккуратненько. Наш вот этот зазорчик спрячется. Я все отшкурю и здесь аккуратненько все заделаю. И вот получится вот такое вот зеркальце. Рамочка такая получится. Украшу ее. Вот. Сейчас буду склеивать ее между собой, шкурить вот по краешкам. Потом вернемся, покажу вам, что у меня получилось. Все, пусть сохнет. Я пока буду думать, как сделать подставочку. Так, ну вот нарисовала рамочку. Примерно будет вот так вот. Сделаю из переплетного картона. Так вот.
сюда устанавливаться будет. А на нее вот так вот зеркало. Украшу ее всякими этими декоративными элементиками с молдов. Вытаскиваю и сделаю красивую рамочку. Ну, вот так примерно получится. Сейчас вырежу этот шаблончик и 3 заготовки из переплетного картона сделаю. 3 или 4, сейчас посмотрю еще по толщине. Ну, пока вот 3 вырежу, а там видно будет. Так, вырезала 4 детальки из переплетного картона, вот такие. По 2 между собой склеила. Вот они. Почему по 2? Сейчас объясню. Все уже склеилось. Чтобы держалось зеркало, я буду прокладывать вот здесь вот гвоздики. Буду использовать вот такие вот гвоздики. И я их проклею. То есть буду склеивать так, что вот вставлю сюда гвоздик с этой стороны и с этой стороны. Потому что когда я склею между собой вот эти 2 части, потом сложно будет просунуть туда гвоздочек. А так я склею, и у меня будет место. То есть потом я спокойно могу засунуть гвоздик сюда вот и просунуть уже к зеркалу, чтобы держалось. Вот так вот. С 2 сторон. Сейчас обозначу место, где у меня будут гвоздики. Должны проходить. Отмечу карандашиком. И, в общем-то, там и проклею. Вот так. Сюда. И сюда. Вот в эти части я и вставлю. Вот. Так, наверное. Вот. Сейчас буду склеивать вот эти 2 части между собой. 4 заготовочки у меня здесь. Отшкурю внутри все. Вот. Оформлю. А крепить, наверное, гвоздики я уже буду в самом конце. Вот так вот у меня будет примерно. Вот. Так, чтобы дырочки не самые разошлись и нормальные были. Теперь пошкурю.
Так, ну вот, оформила, значит, вот эту подставочку с зеркальцем. Вот таким образом. Вот так она будет крепиться. Вот. Сейчас буду красить. Покрашу, потом оттонирую. Потом в конце уже приклею ножки. Сейчас все покажу. Так, берем кисточки. Это пока в стороночку. Краску. И поехали. Ящички вытаскиваем пока. Так, покрасила все. Сейчас буду тонировать. Так, оттонировала все. Подсохло. Теперь берем опять голубую красочку. И у нас из-под синего будет черненько выглядывать и смотреться как потертости такие вот временем. Вот так, наверное, лучше видно. Вот так со всех сторон мы сейчас будем убирать сильную черноту и оставлять так вот проблески. Сейчас с другой стороны и все остальные части вот нашего комодика все так же сделаю, как вот этот. Так, ну все, оттонировала все. Сейчас буду покрывать патиной. Вот такая патина, поталь. Сейчас ею покрою поталью все.
Я уже все залакировала. После того, как залакировала, вот теперь покрываю по талию. И вот так вот сейчас все заготовочки все покрою. Так, все, по талии все покрыла. Теперь вот зеркало. Гвоздики вставила, где у нас с вами были отверстия. И чуть дальше их проткнула вот сюда, до зеркала, чтобы вошло туда. Вот с обоих сторон. Теперь лишнее кусачками уберу. Плоскогубцами. Вот так вот аккуратно откушу. И уберу. И вот. Остальное дальше проткну уже. На камеру неудобно мне показывать. В общем, вот таким образом. И вот зеркало у нас с вами. Вот так будет смотреться. Ну все, вот тут вот закрепила и капельками клея сделала, чтобы мне это самое невозможно было пораниться, то все равно остренько было. Так, теперь у меня вот такая вот, как ленточка пластиковая, да, такой гибкий пластик. Это у меня молды гибкие, я покупала, и вот между ними как бы они соединены были этим. Вот сейчас я ее прокрашиваю по талию и вовнутрь зеркала вот так вот заложу все. Ну вот так. Рамочку сделаю аккуратно, по талию прокрашу и потом заложу. Приклею аккуратненько. Так, ну вот сделала ободочек вот такой вот вовнутрь зеркальца. Сейчас буду приклеивать сюда и ножки буду к комоду приклеивать. Так, ручки сделала вот такие вот две, как на шкафе. Вот. И это сделала из молдов, вот из древесной пасты, вот такие вот маленькие элементики. Сейчас вот сюда заложу на ручечку, приклею. Сначала покрашу, потом вот к ручке приклею и по талию сверху сделаю. Так, ну вот одну ручку я сделала уже. Вот так вот будет приклеиваться на комод. Вот таким образом. А сверху, вот, чтобы скрыть вот эти вот такие вот наложу. Так, с ручками закончено у нас. Сейчас буду вот зеркало клеить. Промажу клеем эту часть и приклею вот сюда. Так, ну все, приклеила. Зеркальце работает. Вот, сейчас будем ставить на ножки. На ножки вот последнюю очередь. Сейчас буду вот так вот по углам, вот так вот наискосок выставлять ножки. Тоже приклеивать. Приклею, покажу. Ну все, ножки приклеила. Комодик готов. Так вот. Такой получился комод. Сейчас вот поставлю его и покажу вам, как он смотрится. Все, друзья, закончен еще один предмет мебели для нашей
кукольной спаленки. Вот такой комодик у нас получился. Если вам понравился мастер-класс, не забывайте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, впереди у нас очень много интересного. Следующий мастер-класс у нас будет кроватка и 2 тумбочки для этой спаленки. А я буду с вами прощаться и готовиться к новому мастер-классу.